Приветствую всех, это опять Руслан Ивиев со свежей информацией с фронта. Какая-то у нас выдалась неделя, как будто с репетицией будущих войн, не правда ли? Сейчас все обсудим. Но сначала поговорим про изменения на фронтах. И начну я с Харьковской области, Купинского направления. Украинский мониторинговый проект Deep State сообщает и показывает видео, как российские военные опять пользуются некой трубой для скрытого перемещения по территории. Вход в нее есть в районе села Лиман-1, а выползают из трубы российские штурмовики уже в селе Радьковка, которое граничит с Купинском. В южной части Радьковки есть лес, где российские военные накапливаются, и уже оттуда заходят в городские массивы Купинска, а также в село Московка, оно же Мирное. Как-то даже начинает напоминать американскую игру Whack-A-Mole, где крот выскакивает из разных отверстий, а тебе надо успевать бить по нему. Подобные приемы с использованием труб для перемещения солдат мы уже видели в Авдеевке и Судже. И теперь вот Купинск. Ситуация мешает еще и тот факт, что в Купинске остается некоторое количество мирного населения. А значит, крайне сложно зачищать территории быстрыми и эффективными способами, которые мы часто встречаем. Я имею в виду ситуацию, когда в населенный пункт, куда проникла вражеская пехота, заезжает бронетехника и выстрелами пушек начинает просто сносить дома, в которых сидят солдаты. Такой метод хоть и вызывает более масштабное разрушение населенных пунктов, но он намного более безопасен, чем полицейская тактика, когда надо вышибать двери и постепенно зачищать каждый дом отдельно, что называется, вручную. Так вот, если есть основания полагать, что в доме или рядом стоящих постройках может быть не только вражеская пехота, но и мирные люди, то уже из бронетехники так не постреляешь. Отдельно я отметил тот факт, что, по словам Deep State, эта труба пересекает реку Оскол. Я не знаю, где и как, под водой или еще как, но это тоже важный момент, потому что реки – важный тормозящий перемещение войск фактор. Развивается ситуация и на Лиманском выступе, в которой я включаю Лиманское и Северское направление, поскольку они связаны единой логикой хода боевых действий. Расширилась серая зона в районе села Дерилово и поселка Новоселовка. И это очень важный момент, который я еще вспомню чуть позднее в рамках другой темы. Пока просто запомните эти топонимы – Новоселовка и Дерилово. Также почти полностью захвачено Серебрянское лесничество. К слову, это лесничество находится на территории Луганской области, так что оно было важно российскому командованию и с политической точки зрения тоже, чтобы можно было более уверенно в будущем говорить, что Луганская область захвачена на 100%. Правда, для этого нужно будет еще захватить территорию в районе Грековки и Новоегоровки. Если все будет идти таким темпом, то, я думаю, ближе к концу осени мы особо часто будем вспоминать город Лиман и поселок городского типа Ямполь, к которому уже вплотную будут приближаться российские войска и начинать бои за эти территории. В рамках этого направления особые усилия прилагаются сейчас как раз участком в районе Дерилова и Новоселовки, с последующим выходом на поселок Дробышев. Через него проходит автодорога, идущая на Лиман и Ямполь. Соответственно, физическое перерезание дороги позволит ускорить продвижение на этом направлении. На направлении Добропольского прорыва пока все непонятно и запутано. Причем подобные мысли высказывают многие украинские военные и аналитики. Потому что если посмотреть на карты Deep State, то можно заметить, что уже почти месяц прошел, как якобы была отрезана от основных сил группа российских солдат в селе Кучеров-Яр. И назывались цифры, что там примерно от 60 до 100 солдат. Возникает логичный вопрос. А как эта группа уже месяц сидит в такой осаде, если верить картам, и все еще жива, не зачищена? Я понимаю, если бы там было 5-10 человек. Тогда да, можно было снабжать их исключительно беспилотниками, ну хоть как-то. Но под 100 человек это практически нереализуемо, на мой взгляд. Ответ на этот вопрос дают отдельные украинские военные, которые сообщают, что в действительности российские силы в Кучером-Яру не отрезаны, что российским военным все еще удается проникать в район Кучерова-Яра. В начале недели ВСУ попытались срезать все остатки Добропольского прорыва под корень, атакуя вдоль реки Казенный Торец с двух сторон. Со стороны Владимировки в сторону Новоторецкого и со стороны Новоэкономического в сторону Разина. Эта попытка достигла некоторых успехов, но пока что отрезание этого Добропольского отростка не завершено. Пытаться атаковать вдоль реки логично, потому что это затрудняет переброску подмоги для российских сил, потому что вся подмога останется на противоположном берегу реки, а если она попытается форсировать ее, то по ней будет довольно-таки просто бить беспилотниками. Тем не менее, эта операция по отрезанию Добропольского прорыва очень тяжелая, поскольку, как я уже и говорил, за прошедший месяц в этот район переброшено достаточно большое количество сил морской пехоты и десантников. Ну и последнее направление, где были изменения за прошедшую неделю, это юг Донецкой области,
и пограничные районы Днепропетровской области. За эту неделю российским войскам удалось продвинуться в районе сел Новоселовка, Сосновка, Терновая и Березовая. Ситуация на юге Донецкой области также хорошо показывает нелинейность войны. Если мы отмотаем мои сводки на середину лета, то я там говорил про район сел Зеленый Гай, Толстой, Искра, она же Андреевка-Клевцова, и Александроград. Российская армия продвигалась там довольно-таки быстро. И я говорил, что нет смысла биться за оставшиеся буквально пару сел и поля. Лучше отойти за реку Волча и строить оборону по ней. Исходя из тенденции на конкретном направлении, да и в целом географии, понятно, что эти территории в скором времени будут захвачены. Так что лучше не тратить на них силы, они неудобны своей географией для обороны. И вот, примерно пару месяцев спустя, Андреевка-Клевцова, она же Искра, под контролем украинских сил. Зеленый Гай и Толстой вроде как тоже. И кто-то скажет: ага, ну вот видишь, а ты говорил, что нет смысла, что все равно в скором времени захватят и так далее. Но в действительности, ведь на такие прогнозы влияет и переброска украинских сил с одного участка фронта на другой. Вот они перебросили силы в район Андреевки-Клевцова. Продвижение российских войск там остановились. Но одновременно с этим просел участок фронта южнее. И мы видим сейчас быстрое продвижение российских войск на юге Днепропетровской области. Те самые упомянутые мною Новоселовка, Сосновка и Березовая. Поэтому очень сложно давать прогнозы для нелинейных событий. Когда журналисты у меня спрашивают, что еще Путин сможет захватить до конца года, ответить сложно, потому что тут влияет большое количество факторов. И в первую очередь приоритеты военного командования обеих сторон, которые могут меняться. Вот сейчас я говорю, что приоритетным направлением является Покровская. Посмотрите, сколько морпехов и десантников перебросили сюда. Это неспроста. Но в ноябре может оказаться, что приоритетным направлением станет Купинская или, например, Лиманская. Особенно учитывая, что Лиман – это дальнейший выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. И вот теперь давайте поговорим про воздушные атаки России. Связывая это все с предыдущей темой, вернемся снова к Лиманскому направлению. Я говорил, что запомните такие топонимы, как Дерилово и Новоселовка. По мере продвижения российских сил под плотную бомбардировку российской авиации попадают все новые и новые населенные пункты. Удары авиабомбами особенно сильно концентрируются в прифронтовой зоне. Всего в 6 километрах к юго-западу от Дерилова, в котором уже фиксировались российские военные, находится поселок Яровая. Во вторник прямо по центру поселка прилетели 2 российские авиабомбы. И упали они недалеко от центра выдачи пенсий, около которого стояла большая очередь пенсионеров. Подобные удары в прифронтовых населенных пунктах – постоянное событие. А этот удар выделяется тем, что он попал по группе компактно стоящих людей. Поэтому такие большие разовые потери. 26 убитых и больше десятка раненых. В основном пенсионеры. И все это происходит на фоне усиления масштаба воздушных атак России. Неделю назад зафиксирован новый максимальный показатель количества использованных беспилотников в одной атаке – 810 штук. Одновременно с этим издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщает, что Украина может остаться без достаточного количества средств противовоздушной обороны, поскольку действия администрации Трампа повлекли замедление темпа поставок. И всю неделю главной темой моих сводок на нашем собственном YouTube-канале были именно обстрелы. В понедельник я рассказывал про атаку на Киев, в ходе которой ударом одного из шахедов по жилому дому с 6-го этажа выбросила женщину и ее младенца, из-за чего оба погибли. Вторник – это тот самый удар по группе пенсионеров в Яровой. Среда – российские беспилотники в Польше. Дальше – больше. Поэтому, когда снова и снова возникают разговоры о возможных условиях замораживания войны, украинская сторона каждый раз подчеркивает, что давайте сначала остановим воздушные атаки. Что касается российских беспилотников в воздушном пространстве стран-членов НАТО, это уже далеко не первый случай. Но это первый настолько массовый. Насколько мы знаем, в ночь на среду в воздушное пространство Польши залетело как минимум 23 российских беспилотника. На их перехват были подняты самолеты F-16 и F-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения, эдакий АВАКС. Сейчас звучат комментарии европейской стороны, что сбивали только те беспилотники, которые действительно представляли угрозу, летели в направлении важных объектов. Было ли это намеренная атака? Но смотрите, я должен говорить как эксперт, заявлять только то, что могу доказать, постоянно проверять свои аргументы на оспариваемость. То есть прямо представлять, как я в суде заявляю одно, а адвокат противоположной стороны, адвокат дьявола, будет спорить с ним. Какие контраргументы он будет выдвигать.
Вот с точки зрения экспертного подхода однозначно утверждать и доказать, что это была именно целенаправленная атака, я не могу. Ошибка программирования маршрута, влияние глушилок технически возможно. И да, я видел аргумент про то, что даже если глушилка влияла, то все равно ведь в какой-то момент беспилотник покинул зону действия глушилки, а значит, должен был развернуться. Но мы не знаем, какой алгоритм действия в нештатных ситуациях прописан для этих беспилотников. Все привыкли к тому, как действуют беспилотники компании DJI в этой ситуации. Но это вовсе не значит, что шахеды и герберы запрограммированы точно так же. Так вот, доказать, что это была целенаправленная атака, я не могу. Но я в ряде сводок и интервью, комментируя предыдущие прилеты российских беспилотников в граничащие с Украиной европейские страны, говорил, что на месте Путина я бы тоже так сделал. Одновременно с воздушной атакой по Украине запрограммировать полет части беспилотников таким образом, чтобы они улетели в страны блока НАТО. Это очень эффективный способ сбора важнейшей разведывательной информации, где какие системы противовоздушной обороны стоят, как будут реагировать европейские страны и блок НАТО в целом, какие силы будут привлекать. И опять же, атаки по западной части Украины бывают довольно регулярно. Но ни разу не было такого, чтобы так много беспилотников отклонились от курса и улетели в соседние страны. Также автор телеграм-канала «Полковник ГШ» обратил внимание на фотографии упавших в Польше беспилотников и отметил, что у них в носовой части стоит дополнительный топливный бак, чтобы иметь возможность пролетать большее расстояние. Не знаю, была ли боевая часть у этих гербер, но если что, существует модификация этого беспилотника с небольшой боевой частью. С учетом произошедшего, у Польши и других европейских стран может возникнуть желание больше средств воздушной обороны оставлять себе, а не давать Украине. Что тоже может быть одним из мотивов для России запустить беспилотники в сторону Польши или других европейских стран. Поэтому, подводя итоги, все это плавает как утка, крякает как утка, летает как утка, но для суда я не могу доказать, что это утка. По крайней мере, на данный момент. Скорее всего, теперь армии европейских стран обратят больше внимания на угрозу малых беспилотников. Потому что запускать для сбития Гербера супердорогие F-35 и пулять ракеты АИМ-120 стоимостью по $1 миллион за штуку. Но это ни в какие ворота не лезет, учитывая, что стоимость Герберы оценивается $10,000. Нужно принимать опыт Украины, создавать мобильные группы ПВО с пулеметами и зенитными орудиями, подразделения зенитных дронов, обучать экипажи вертолетов и легкой авиации для борьбы с такими целями. И таких сил, подготовленных сил, должно быть много. Просто держите в голове цифру. 810 беспилотников за день. Вот сколько сил вам нужно, чтобы отразить такую атаку, и как отражением одной такой атаки не разорить себя? И действовать нужно быстро. Начинать не то, что сейчас, а еще вчера начинать надо было. Потому что пока вы создадите все эти подразделения и обучите их использованию зенитных дронов и глушилок, российская армия уже убежит далеко вперед с развитием технологий противодействия глушилкам и зенитным дронам. По части противодействия глушилкам российская армия уже давно развивает свои антенные модули «Комета», которые позволяют летать даже в условиях действия глушилок. А по части противодействия зенитным дронам, так вот, российские инженеры придумали новый электронный компонент, который регистрирует появление в радиоэфире источника данных на определенной частоте и отдает полетному контроллеру команду на выполнение маневра уклонения. Дело в том, что зенитные дроны наводятся по видеоканалу, то есть оператор дрона видит в своих очках или на планшете изображение с камеры дрона, и вот так наводится на цель. Видеоданные – это довольно-таки большой объем информации, поэтому не любая частота радиосвязи подойдет для такой передачи. А потому, зафиксировав появление источника данных на определенной частоте, можно достаточно уверенно предположить, что где-то около тебя сейчас летит зенитный дрон и пытается навестись на тебя, а значит, надо выполнять маневр на уклонение. Воздушные атаки происходят и по российской территории. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что примерно 80% всех атак по гражданской инфраструктуре и мирным людям, которые мы фиксируем, происходят на территории под контролем украинским властям. Тем не менее, атаки по приграничным территориям Белгородской области продолжаются, в результате чего получают ранения или погибают гражданские. При этом по Курской и Брянской областям есть ощущение, будто бы количество атак снизилось. Возможно, часть подразделений беспилотников сняли с этих направлений и перебросили на действительно важные участки фронта, такие как Купинская, Лиманская, Покровская или на юг Донецкой области. Такие вот новости с войны у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через 7 дней. До встречи и пока.